go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре рассмотрим ламповый усилитель для наушников и предусилитель для акустики от компании Fosi Audio стоимостью $200. И приходит этот усилитель в большой по габаритам коробке с минималистичным оформлением, где есть на лицевой части здесь логотип компании, а тут указано название этого усилителя GR70. Ну а теперь давайте лучше рассмотрим комплектацию более подробно. Ламповый усилитель. Две лампы 5654W, защита для ламп, две лампы 6G4, большая инструкция по использованию и настройке, ну и адаптер питания на 12 вольт. Этот усилитель довольно большой по своим размерам, он выполнен полностью из металла и весит солидные 900 грамм. Выглядит, как по мне, он реально очень круто, и к его сборке вопросов у меня никаких нет. Здесь у него располагается большая ручка для регулировки громкости и включения и выключения самого устройства, а также здесь имеются разъемы для подключения сначала небольших ламп 5654W, которые увеличивают напряжение, а сюда подключаются уже большие лампы 6G4, которые уже обеспечивают усиление мощности. Но на лицевой части располагается переключатель импеданса для более лучшей согласованности с разными наушниками. Low Z подойдет для наушников с сопротивлением от 16 до 120 Ом, а вот уже High Z подойдет для наушников с сопротивлением от 120 до 300 Ом. Ну а также обратите внимание на наличие выходов для подключения наушников. Здесь есть как и 6,35 мм джек, так и обычный выход на 3,5 мм джек. Но вот мощность на выход для наушников при использовании Low Z переключателя составляет 67 мВт и 830 мВт при использовании High Z переключателя, что уже совсем другое дело. Но не переживайте, друзья, так как это всего лишь цифры, и этот усилитель без проблем раскачивает абсолютно любые внутриканальные наушники и даже планарные полноразмерные наушники с реально хорошим запасом. Ну и конечно еще здесь не обошлось и без темброблока для небольшой коррекции частотной характеристики ваших наушников и акустики, и вы можете как усилить, так и убавить высокие частоты. И то же самое можно проделать с низкими частотами. Ну а здесь по бокам у него имеются вентиляционные отверстия, а здесь сзади уже располагается RCA вход и еще есть RCA выход. Ну и сюда, конечно, мы уже подключаем комплектный блок питания. Ну вот и все, друзья, установил я эти лампы, которые входят в эти разъемы реально очень туго, поэтому учитывайте то, что нужно будет неплохо так напрячься, чтобы нормально их туда установить, но уже после того, как вы все подключите и установите, можно смело его включать. А подключал я его, конечно же, к ЦАПу Fosi Audio ZD3, поскольку мне кажется, что именно он идеально подходит для работы в паре с этим усилителем. Ну и тем более этот ЦАП этого же бренда, причем это реально очень хороший ЦАП, и на него у меня тоже есть обзор на моем канале. Обязательно его посмотрите, если надумаете брать этот ламповый усилитель и этот ЦАП для его полноценной работы. Ну и все, друзья, далее мы включаем этот усилитель легким поворотом основной ручки, которая имеет очень плавный ход, и ждем примерно 30 секунд. И уже после можем подключать наши наушники. Но подождите, ребята, не все так просто, так как первое время вы будете точно слышать легкий шум этих ламп, которые уже начинают прогреваться. И поэтому, друзья, я вам советую подождать еще хотя бы 10, а то и 15 минут. И вот только потом уже потихоньку начинать прослушивать этот усилитель, поскольку раскрывается он в своей работе очень постепенно. И после того, как он уже станет довольно горячим вот в этой области, то вот тогда и пойдет вся настоящая ламповая магия. И тогда вы точно получите самое настоящее удовольствие от прослушивания и совершенно новый опыт. И я не знаю, почему про это в обзорах вообще никто не говорит, но я реально сразу заметил, что нужно прям подождать какое-то время и дождаться того момента, когда он реально прогреется полностью, чтобы звучание было максимально захватывающим. И вот тут уже как раз давайте обсудим все более подробно. Ну а приобрести ламповый усилитель Fosi Audio GR70 вы сможете прямо сейчас в официальном магазине компании
компании Fosi Audio на AliExpress, либо на их официальном сайте fosiaudio.com. Но все необходимые ссылки на покупку этого усилителя, как всегда, будут в описании к этому обзору. Ну, в общем, друзья, за последние несколько недель я успел протестировать этот ламповый усилитель Fosi Audio GR70 с целым арсеналом различных наушников, от тяжелых в раскачке планаров до самых чувствительных арматур и гибридов. И честно говоря, друзья, я вообще удивлен, хотя, наверное, правильнее будет сказать, я просто поражен тем, на что он реально способен. И начать я решил, как всегда, с прослушивания топовых планарных наушников Sandy Audio Aiva 2. И честно, я ожидал, что лампа может привнести им какую-то излишнюю мягкость, смягчить какие-то контуры атаки и лишить их вообще той самой безумно техничной подачи звучания, за которую я вообще люблю эти наушники. Но нет, друзья, все оказалось наоборот. GR70 сохранил их ту самую фирменную прозрачность и воздушность, добавив им чуть больше телесности и приятного тепла в середину, а низким частотам большей плотности и веса. И при этом сцена в этих наушниках стала глубже и чуть шире, а бас остался очень упругим, быстрым и собранным, но с более уже выразительной глубиной и массой. И это именно тот редкий случай, когда ламповый усилитель максимально уверенно контролирует планарные наушники, никак не портя их изначальный характер. Ну а следующим испытанием для этого усилителя стали динамические наушники Sivga Peng с сопротивлением 340 Ом. И эта нагрузка для этого усилителя уже куда более серьезная, но GR70 снова справился на отлично. Он буквально раскрыл весь потенциал этих наушников, от бархатистых и упругих, хорошо собранных низов с отличным весом и плотностью, до прозрачных и довольно детальных верхов, которые остаются мягкими и не утомляют даже при длительном прослушивании. А вот середина получила ту самую ламповую теплоту и насыщенность, благодаря которой вокалы и акустические инструменты в этих наушниках звучат особенно живо и натурально, с большим весом и телесностью. Например, гитара, фортепиано, струнные, все имеет очень правильный и, самое главное, приятный тон, объем и послезвучие. Да и сцена в этих наушниках стала еще шире и глубже, а позиционирование инструментов более четким и понятным. И в итоге я вам могу сказать, что GR70 не просто уверенно справился с реально тяжелой нагрузкой, но и сумел придать Sivga Peng ту самую выразительность и эмоциональность, которой им иногда не хватает с обычными усилителями, поскольку это очень нейтральные по своей подаче наушники. Ну а после полноразмерных наушников я перешел уже к внутриканальным наушникам, и тут я ожидал, что лампа может дать им какой-то лишний фон или шум, особенно на чувствительных наушниках, но GR70 и здесь оказался просто на высоте, и с моими новыми топовыми трибридами TSMR Armor он отчетливо продемонстрировал, что способен сочетать в себе как мощь настоящего басхедного характера, так и высокую техничность подачи этой модели. И это и так довольно басхедные наушники, но с этим усилителем их низкие частоты теперь не просто плотные, а максимально монолитные, с глубоким и абсолютно уверенным панчем, который ощущается физически и создает максимально мощную опору для всего трека. При этом бас здесь не расползается, не забивает собой весь микс, а держит форму и ритм с буквально превосходной точностью. Да и середина, несмотря на добавленное насыщение, осталась по-прежнему свободной, чистой и прозрачной. Вокалы и инструменты звучат очень выразительно и открыто, и без малейшего намека на какую-то замыленность или зажатость. И в итоге получилась такая подача, в которой драйв и очень эмоциональное настроение идут буквально в паритете с контролем и четкой структурой звука. Но с четырехдрайверными динамическими наушниками Phenom Quattro этот усилитель сразу показал, что умеет раскрывать даже уже и без того сбалансированные по подаче наушники, но с новой стороны. Их фирменная бархатистая и телесная подача в низких частотах получила еще такую более плотную и упругую основу. Теперь бас у них не просто глубокий и текстурный, а стал заметно более собранным, с очень ярко выраженным ударом, который ощущается телом и добавляет музыке такого прям мощного драйва. И при этом объем и слоистость баса по-прежнему сохранились, но сам контур стал резче, а атака энергичнее, что особенно впечатляет в треках уже живыми барабанами и контрабасом. Да и середина обрела чуть больше насыщенности и тепла. Голоса стали как бы более еще бархатными и осязаемыми, а инструменты подаются крупнее и чуть ближе к слушателю. Но при этом сцена осталась по-прежнему просторной и свободной. Ну а верхний диапазон хоть и получил такую легкую дозу дополнительной энергии, но сохранил характерную для Quattro гладкость и утонченность, что делает длительное прослушивание этих наушников абсолютно комфортным. И в итоге получилось звучание, в котором фирменная нейтральность и приятная эмоциональность Phenom Quattro осталась на месте,
месте, но теперь она подана с еще более уверенным контролем, четкой структурой и максимально мощным фундаментом, создающим словно эффект настоящего концертного зала с живой энергией в каждом треке. Но с новыми динамическими наушниками Ear Acoustic Audio VSA Max, которые настроены на Harman Target, этот усилитель выдал совершенно другой уровень вовлечения и плотности звука. Их и без того упругий и детализированный бас получил еще больше тела и веса, и теперь это не просто хорошо проработанные низкие частоты, а мощный, четкий, энергичный удар, который буквально задает ритм всей композиции. И каждая атака барабана стала более выразительной и контролируемой, а сам бас стал еще более глубоким и плотным, создавая такую максимально прочную опору для всей музыки. Ну а середина в этих наушниках приобрела приятную теплую окраску и умеренную выразительность. Вокал звучит еще ближе и более эмоционально, а гитары и другие инструменты стали более отчетливыми и насыщенными. При этом сцена осталась по-прежнему широкой, с хорошим разделением инструментов и достаточным пространством между ними. Но их слегка яркий верхний диапазон стал звучать чище, тонально правильнее и удивительно прозрачнее, с плавным и естественным звоном тарелок и контролируемыми послезвучиями без каких-либо резких и утомляющих моментов. В общем, все зазвучало максимально комфортно и естественно. И в итоге VSA Max с этим усилителем зазвучали живо, драйвово и эмоционально, сохранив при этом отличную структуру и баланс. И этот усилитель помог раскрыть весь потенциал этих наушников, добавив им необходимой гладкости, плотности и глубины звучанию. И в итоге, друзья, я пришел к тому, что не важно, что к этому усилителю подключать, будь то это полноразмерные наушники с высоким сопротивлением или требовательные планары, или даже чувствительные арматурные и гибридные наушники. GR70 всегда выдает чистый, техничный и детальный, словно транзистор, но при этом удивительно живой звук с настоящим ламповым характером. Я должен отметить, что он не меняет основной характер наушников до неузнаваемости, а как будто бы раскрывает их с намного более лучшей стороны, добавляя ту самую ламповую глубину, плотность и музыкальность с насыщением. Поэтому для тех, кто хочет получить сейчас совершенно новый опыт прослушивания, я от себя смело рекомендую этот усилитель к покупке. И настолько он мне реально понравился, что я до сих пор нахожусь под впечатлением от его прослушивания. Ну а ссылка на покупку этого усилителя находится в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.